привет, меня зовут Антон, я разработчик системы Exo Dynamics Navision компании Smart Business. И сегодня мы поговорим с вами о контрол-1 и том, как их можно использовать для того, чтобы расширять стандартный функционал Exo Dynamics Business Central. Да. В общем, по пунктам, о чем мы сегодня будем разговаривать. Мы поговорим про появление и эволюцию объекта Control1 в Navision и Business Central. Мы посмотрим, как можно использовать Control1 в качестве кастомных элементов UI, и можем посмотреть, как можно использовать Control1 для расширения API языка EL. В общем, с эволюцией. Впервые Control1 появились в версии 2009 года SP1 с появлением RTC-клиента. Изначально идея была следующая, чтобы был некий компонент, написанный на WinForms, который бы вставлялся внутрь пейджи, и с ним можно было взаимодействовать и как-то его кастомизировать. Они были доступны в RTC-клиенте, в классическом доступны не были. Сам Control1 писался на .NET, используя сборку Microsoft Dynamics Framework UI Extensibility. То есть сам по себе Control1 представлял собой ассембли с вот этой вот зависимостью. В этой сборке присутствовали все необходимые классы для работы с Control1, а также там, классы WinForms, которые можно было использовать как стандартные классы WinForms, но они были модифицированы, чтобы потом имплементировать их в интерфейс Navision. Костяком этого Control1 состоял интерфейс, в котором описывали все методы, которые Navision мог вызывать у этого Control1. В свою же очередь, Control1 мог raise event. Назывался он onControl1, и с Navica его можно было хендлить. Он принимал два параметра: целочисленный индекс и дата. То есть можно было передать номер, грубо говоря, ивента и какие-то данные в виде текста, которые потом можно было обрабатывать в Navision. В 2013 году появился веб-клиент, следственно, нельзя было просто впилить WinForms в браузер. Поэтому было принято решение сделать небольшой ребрендинг, скажем так, Control1, и был изменен фреймворк, и теперь интерфейс писался на JavaScript, а Control1 сам по себе представлял не элемент WinForms, а непосредственно небольшой браузер со своим скопом window, и писался он, естественно, на JavaScript. Был XML-манифест, который подключал все необходимые файлы для вот этого вот браузера. То есть там были скрипты, таблицы стилей, файлы изображений. И также остался вот рудимент с предыдущего формата Control1. Это именно тот самый интерфейс. Что изменилось? Было добавлено бесконечное количество event-хендлеров. То есть можно было сделать теперь много именованных ивентов, записать их в этот интерфейс и на все их отдельно хендлить с Navision. То есть у нас теперь не один хендлер, а несколько для каждого типа операций. И, что жирненьким тут помечено, это асинхронность. То есть, поскольку runtime JavaScript работает асинхронно, мы не можем гарантировать, что по окончанию нашей функции у нас, скажем так, все результаты будут выполнены. То есть, как известно, в JavaScript все основано на колбеках, и для того, чтобы не было всяких несуразиц, принято все процедуры Control1 иметь типом void. То есть они ничего не возвращают, а если нам надо вернуть значение непосредственно с Control1, нам необходимо raise event и передавать в него эти значения. Мы посмотрим, как это делается. Но об этом при разработке не стоит забывать. И, наконец-то, Microsoft Dynamics 365 Business Central при введении языка EL и экстеншенов было полное переосмысление вообще объекта Control1, убрали рудимент в виде интерфейса, убрали XML-манифест и все это объединили в отдельный объект Control1, о котором мы сейчас поговорим. Также Control1 теперь работают одинаково на всех платформах, как и на Windows клиенте, так и на телефоне, так и в браузере. Дальше, в принципе, все остальное осталось, в принципе, то же самое. И если до этого в мире существовали стандарт 9 и 13 года, то в Business Central уже 9 не работает, а 13 только на on-premise. И каково использование все-таки объектов Control1?
Да. Ctrl-1, вот если вы наберете Visual Studio Code сниппет Ctrl-1, вы увидите вот такой вот объект. Коротко пройтись, если по всем свойствам, это requested maximum minimum высота, ширина, то есть это понятно, то есть это то, что мы запрашиваем, какую длину или высоту или ширину объекта. Максимальная та, которая будет больше которого не будет растягиваться, минимум, естественно, тоже. Там есть некоторые нюансы, и вот нюансы это vertical, horizontal, scratch и shrink. То есть вот эти вот параметры, они булевые, и они отвечают за то, разрешаем ли мы его сворачивать, Ctrl-1, и разрешаем мы его растягивать. Дальше идут блоки scripts, style sheets и images. Это более интересно. Скрипты — это скрипты, как вы подключаете в XML-файле по порядочку от общего к более мелким, которые зависимы от предыдущих. Они будут подгружаться по порядку. Дальше таблицы стилей и images. Images на самом деле могут быть любые ассеты, не только изображения, но с небольшими «но». Я про это расскажу, но в принципе там могут быть и шрифты, и HTML-файлы. Дальше идут ивенты, то есть вот event myEvent — это вот так. Это те ивенты, которые может рейзить непосредственно JavaScript код для того, чтобы мы его могли использовать как триггер в объекте Ctrl-1. И процедуры типа void, в которой мы можем вызывать Ctrl-1, короче, да. В общем, как его используют в страницах. Как вы заметили, у Ctrl-1 нету номера, он доступен именно по имени. И вот, например, как его можно вставить непосредственно в пейджу. Есть специальный блок User Control, в него пишется имя Ctrl-1 и его имя, которое глобальное. И вот так переопределяется event, который был написан в Ctrl-1, он Ctrl-1 ready, как триггер. Вот. И также можно все процедуры вызывать через current page, имя Ctrl-1 и имя функции. Использование Ctrl-1 как основных элементов пользовательского интерфейса. Типичное использование Ctrl-1. Вообще из коробки в Business Central есть некоторые Ctrl-1, написанные Microsoft, их тоже можно использовать. И в принципе здесь большинство указано. И для чего можно использовать Ctrl-1? Для различных чартов, различных диаграмм, визуализация данных. То есть такие простенькие Ctrl-1, но они выглядят очень даже эффектно. Media Viewer. То есть это не только, вот как тут в примере, видеоплеер. Это может быть там любой аудиоплеер, это может быть PDF Viewer и подобные экстеншены, которые позволяют нам проигрывать или отображать какие-то файлы специфических форматов. External Authentication. Да, то есть, например, если нам надо для какого-то сервиса зайти, допустим, в наш Gmail через AUS или Facebook или что-то такое, мы можем вызывать Ctrl-1 как отдельное окно, вводить туда данные, подключать туда стандартные компоненты, которые предоставляются различными сервисами типа Facebook, Twitter и Gmail для авторизации, и использовать их, брать там необходимые токены, которые после этого возвращаются, использовать их в своих каких-то целях. Portable Web Page Viewers, да. То есть можно непосредственно впиливать туда какие-то веб-страницы для просмотра там чего-либо. В принципе, это относится как более общее к предыдущему пункту. Карты, то есть можно отображать какие-то карты, там Bing Maps, Google Maps, ставить на них какие-то маркеры, отображать какие-то данные на карте. И самое интересное — это тачскрин интерфейсы, посы. То есть с помощью Ctrl-1 реализовывались и будут реализовываться различные мобильные, скажем так, интерфейсы для тачскрина, где большие кнопки, удобные. Вот. Да, вот какой-то пример некого графика. Вот пример — это scheduler. Это такие вот очень много я видел в интернете и сам даже разрабатывал такой. То есть вот визуализация всех сотрудников, их время, занятость и так далее. То есть очень красиво и сложно сделать, да. Еще один такой scheduler. То есть вот. Ну и карты. Использование Ctrl-1 для расширения функциональности языка EL.
Что можно сказать по этому пункту? Язык AL сейчас стремительно развивается, то есть разработчики хотят перенести как можно больше функциональности из CL, чтобы программисты не чувствовали себя ограниченным тем, что у нас больше нету .NET на клауде, и на on-premise его, в принципе, нельзя использовать. И пока что не все необходимые функции были перенесены в AL, хотя такой интересный момент, Microsoft даже запаблишил репозиторий, на который приглашает всех желающих pull-реквестами паблишить свои обертки для стандартных .NET классов, которые вы хотите использовать. И они обещают их все-таки внедрять в будущих версиях. Но пока этого невозможно, и надо что-то запаблишить на Cloud, а нужно использовать какую-то функциональность, которой пока нет в AL, можно делать некий трюк с Ctrl-1 для того, чтобы все-таки использовать какой-то специфический функционал. Да, это пример, как использовать Ctrl-1 как невидимую библиотеку. То есть у нас есть объект Ctrl-1, мы ему изначально на открытии страницы ставим видимость true, то есть он у нас прогружается, но потом, когда он уже прогрузился, мы его делаем невидимым, и мы можем использовать его методы и подписываться на его ивенты. То есть он как внешняя библиотека, которая невидимая, но мы можем с ней передаваться данными, следственно, использовать различные возможности языка JavaScript и использовать всякие библиотеки, которых пока нету, функциональности которых пока нет в AL. И демонстрация. Вот. Да. Первый проект, который я вам покажу, это будет Document Signing. Вот как выглядит типичный проект с Ctrl-1. Вот у нас есть папка res, в которой лежат различные файлы. Вот у нас есть index.html, это разметка Ctrl-1. Scripts.js — это вся логика. Стартап-скрипт, я, кстати, забыл, стартап-скрипт — это скрипт, который запускается после прогрузки всех скриптов. Зачастую в нем запускается ивент, который отвечает за то, что сам Ctrl-1 прогружен. Что можно еще показать? Вот таким образом с JavaScript можно подтягивать те ресурсы, которые у нас были заданы в image. То есть вот у нас объект Ctrl-1. Вот если мы посмотрим, что здесь было сделано. Здесь можно подключать скрипты, они могут быть лежать в какой-то папке проекта, который видит Visual Studio Code, и могут быть ссылками на какой-то внешний ресурс, типа CDN и так далее. Вот есть там jQuery, например, Bootstrap, и вот скрипты, которые лежат вот в этой папке. Таблицы стилей и вот изображение. В изображении я добавил файл HTML. Это вот тот трюк, который я рассказывал. То есть в Images можно добавлять там файлы HTML, шрифты и так далее. И их можно вот со скрипта, допустим, вот через jQuery load можно подгружать непосредственно вот эту HTML-разметку. Если нет, то ее пришлось бы генерировать в коде вручную. Вот. Что дальше хотел показать? Да, как raise ивенты. Есть вот такой вызов Microsoft Dynamics Nav Invoke Extensibility Method. Это мы вызываем event onSubmit и передаем в него массив параметров, которые потом будут обрабатываться в Navi. Здесь я передаю base64 строку в данном случае. И можем посмотреть, что вот в манифесте у нас вот есть этот event onSubmit. И мы на него потом можем подписаться на странице. Вот. То есть, что делает этот extension в данный момент? Он открывает страницу, на которой мы можем поставить подпись, и можем ее передать в Nav. В данном случае мы просто ее выведем. Потом можно сделать какой-то метод типа getContent, это page, и оттуда достать будет этот контент. Пока все. Запускаем. Вот. Вот вызвался event ready, то есть прогрузилась страница, я поставил там месседж. Вот, конечно, разметочка так себе, но, в принципе, вот так можно поставить здесь какую-то подпись. Можно ее засубмитить в Navision. И в Navision придет вот base64 строка, которая закодирована на это изображение. Потом ее можно засунуть в какой-то блоб, медиа и
использовать дальше. Вот, это первый Ctrl-1, который я хотел вам показать. То есть здесь, в принципе, идея главная в том, что мы можем подгружать какие-то ассеты динамические, типа HTML-страницы шрифтов. Следующий — это Image Resizer. Здесь мы непосредственно будем... Задача такова: у нас есть изображение кастомера, мы хотим его расширить или сузить. Да? Для этого мы будем использовать стандартный canvas JavaScript-овский, и для того, чтобы его использовать, мы его подключим в Ctrl-1. То есть Ctrl-1 выглядит приблизительно так. То есть заметьте, каждой процедуре вот есть get image size, допустим, процедура, и у нее должен быть ивент, который будет возвращать то, что она будет, return, чтобы можно было достать его из Navision. Приблизительно в JavaScript-коде это выглядит так. То есть все процедуры, которые описываются там, это, по сути, процедура объекта window. То есть я ее так записал. Вот resize. И вот, допустим, есть callback on load, и только в этом callback будет вызван по окончанию наш event resize. Вот. Как оно используется на пейдже, в принципе, я уже показал. То есть изначально на onOpenPage мы будем выставлять resize image visible в true, чтобы прогрузился именно DOM. Потому что если не прогрузится Ctrl-1, то он не будет работать. Он должен прогрузиться в браузере, потом мы его можем скрыть. И тут, в принципе, все. И как оно выглядит. Я добавил это как action resize в Customer Card. Сейчас мы ее откроем. И вот есть какое-то изображение кастомера. Мы открываем пейджу. Тут ничего не видно, его нигде нету. И, допустим, мы его сузим до какого-то неприличного масштаба. Вот так вот. Вызываем action resize. И вот. Из-за того, что он уменьшился, он стал менее четким. Вот. В принципе, все. Вот такое использование. Идеи, где его можно использовать, это, например, я также использовал. Было необходимо раскладывать .msg файлы, то есть это файлы как почтового этого входящего сообщения, раскладывать на отдельные атачменты и сохранять их. Предыдущий функционал, который это делал это через Automation. Естественно, Business Central через Automation делать нельзя, поэтому возникла необходимость сделать это через JavaScript. И делалось таким методом. Вот. Сначала. Сейчас. Да. Ну и я оставил в презентации ссылки по поводу вообще объекта Ctrl-1, по поводу стилей. То есть Microsoft предоставляет рекомендации по стилям для Ctrl-1, то есть там цветовые гаммы, шрифты и так далее. И asynchronous considerations, то есть это правила, по которым должны разрабатываться экстеншн для того, чтобы их не ломала асинхронность. Все, есть какие-то вопросы? Антон, спасибо большое. Все. Спасибо.